В этом видео собраны продукты, которые вредят суставам и которые нужно исключить из своего рациона. Если у вас уже есть болевые ощущения, то это, конечно же, необходимо делать срочно. Но если у вас их нет, то об этом нужно знать в целях профилактики, чтобы проблемы не возникли в будущем. Если хотите быть здоровыми, ставьте лайк, и мы начнем. Итак, пункт номер 1 – это фосфаты и любые продукты, которые ими богаты. Что такое фосфаты? Это соль фосфорной кислоты. Конечно, некоторая доля фосфатов нужна нашему организму для поддержания естественных процессов жизнедеятельности. Но, как говорится, все хорошо в меру. Дело в том, что в очень больших количествах фосфаты начинают нарушать наш кальциевый баланс. Чтобы восполнить этот баланс, организм начинает забирать кальций из наших костей. Отсюда и проблемы, такие как остеопороз, проблемы с зубами, снижение плотности хрящевой ткани и так далее. Поэтому так важно следить за количеством фосфатов в нашем рационе. Что необходимо исключить в первую очередь? Обработанное мясо. Сюда входят различные сосиски, ветчина, колбаса и так далее. В целом, это все мясо, прошедшее фабричную обработку. Употребив такие продукты, мы можем превзойти суточную потребность фосфатов нашего организма. Дополнительные побочные эффекты – замедление метаболизма, набор лишнего веса, апатия и нарушение работы сердечно-сосудистой системы. В целом, нужно отказываться от полуфабрикатов, сосисок, сарделек, колбас в пользу настоящего мяса. Фосфаты также присутствуют в крабовых палочках, плавленном сыре, соусах, чипсах, продуктах в консервных банках, газированных напитках и быстром питании. Поэтому эти продукты лучше исключить из рациона не только для здоровья суставов, но и для общего благополучия организма. Следующий пункт – это различные маринады и копчености. Разумеется, если мы говорим о здоровом питании, то в любой здоровой диете это можно сказать, что табу. Мы все знаем, что копченая рыба, маринованные грибочки, и если мы их активно употребляем, это может быстро обернуться болями в животе. Но проблемы с расстройствами ЖКТ не заканчиваются, потому что наши суставы страдают не меньше, и причин здесь не одна. Во-первых, там те же самые фосфаты, а во-вторых, эти продукты содержат чрезмерное количество соли. До сих пор идет дискуссия, соль вредна либо полезна, но ответ на самом деле есть. Соль, конечно же, полезна и необходима в разумных пределах, от 2 до 5 грамм соли в сутки. Меньше 2 грамм – это плохо, и больше 5 – тоже плохо. Вот золотая середина от 2 до 5. Но каждый раз, когда мы употребляем различные копчености и маринады, одним приемом пищи мы можем в 2 раза превысить наши суточные потребности соли. К чему это ведет? Наши суставы начинают терять гибкость, развивается отечность, и со временем они становятся все менее подвижными. Также, если вследствие такой диеты у нас увеличивается вес, то это ведет к еще большей нагрузке на опорно-двигательный аппарат. Следующий пункт – чай и кофе. Но тут необходимо опять же сделать оговорку. В разумных пределах чай и кофе будут скорее полезны, чем вредны. Но что такое разумный предел? Вот тут уже начинаются нюансы и индивидуальные особенности организма. Чай и кофе содержат очень много химических веществ, которые играют большую роль в формировании молекул ДНК. Если у нас серьезный недостаток пуринов, это приведет к проблемам со здоровьем. То же самое можно сказать про их избыточное употребление. Необходима золотая середина. И если мы употребляем слишком много чая и кофе, 5 чашек в день или даже больше, то у нас очень сильно повышается уровень мочевой кислоты в организме. И ее кристаллы начинают оседать на хрящевых и сосудистых оболочках, что может привести к подагре. Конечно, если вы выпиваете чашечку кофе или пару чашечек чая в день и чувствуете себя прекрасно, и суставы вас не болят, то отговаривать вас не стану. Но если у вас есть проблемы с суставами, и вы действительно пьете очень много чая или кофе в течение дня, то надо задуматься о сокращении их употребления.
Также следует сказать, что помимо кофе и чая, пуринов много в рыбе, особенно жирных сортах, бобовых. Хотя, конечно же, это не повод полностью отказываться от бобовых и жирной рыбы, потому что в целом это здоровые продукты. Опять же, если у вас есть показания к этому. Также, передав много в газировке, субпродуктах, грибах, острых и копченых продуктах, шоколаде. Следующий пункт – это сладости и особенно выпечка. Про вред сахара не говорил только ленивый, и на своем канале я тоже много раз говорил, что сахар – это главный провоспалительный фактор нашего питания. Сахар провоцирует постоянное воспаление, в том числе и в наших суставах. Также сахар нарушает синтез коллагена и способствует его разрушению. А коллаген – это главный строительный материал нашей соединительной ткани, то есть наша кожа, а также хрящи и сухожилия. Поэтому, конечно же, сахар – это враг наших суставов. Но почему я в этом пункте особенно выделил еще и выпечку? Все дело в том, что выпечка – это сахар плюс дрожжи. Так вот, если мы совместно употребляем сахар с дрожжами, то мы получаем солидную дозу тех же пуринов, которые в свою очередь провоцируют подагру. Поэтому в целом, конечно же, диетологи рекомендуют отказываться от этих кондитерских изделий, различных сладких булочек и так далее. Но если у вас есть проблемы с суставами, то значит об этом надо задуматься еще серьезнее. Больше информации по этой теме вы найдете на нашем канале. Подпишитесь, поставьте, пожалуйста, лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.